Друзья, всем привет! Продолжаем обустраивать наш дачный домик. Как видите, появляется крыльцо, но сегодня не о нем. Сегодня я хочу рассказать вам про вентиляцию. Итак, в предыдущей серии я рассказывал, что мы поставили на окна переточные клапана, и в принципе уже сразу стало лучше, стало свежее. Напомню, дом мы утеплили настолько сильно, что в нем просто не циркулирует воздух. У нас нет ни приточной, ни вытяжной вентиляции. А вот это вот небольшое отверстие в стене, которое мы в ванной делали как приточно-вытяжную вентиляцию, к сожалению, абсолютно не дало никакого эффекта. Поэтому мы туда поставили вентилятор и начали делать обычную вентиляцию. Итак, заходим в жилое помещение и размечаемся, где и что мы будем делать. Мы будем сверлить в потолке дыру непосредственно в спальне, мы будем сверлить дыру в потолке в зале и будем делать в ванной и на кухне. А вентиляцию мы будем собирать из обычной 110-й канализационной трубы. Почему не из белой вентиляционной? Да потому что очень большая разница в цене, на данный момент почти в 2 раза. И будем ставить в помещениях вот такие вот пластиковые красивенькие диффузоры с москитной сеткой. В принципе, больше нам ничего не потребуется. Залазим на страшный темный чердак нашего старого дачного домика и начинаем размечаться, думать, где, что и как мы будем пилить-сверлить. Для начала нужно раскопать 15 сантиметров соломы, которым укрыта крыша на чердаке. Кстати, отличный утеплитель. Берем наш шуруповерт, идем к соседу, просим у него вот такую вот коронку 100-миллиметровую, вешаем на шуруповерт и пропиливаем аккуратное, красивое отверстие в досках в потолке. Вот как все это дело в дальнейшем выглядит. Отверстие подготовлено, можно приступать к монтажу. Пластиковая белая вентиляционная труба нам все-таки потребуется, но всего лишь метрик, который мы распилим на 4 части по 25 сантиметров, и она будет выполнять роль вот такого вот переходника из помещения непосредственно на чердак. А серая канализационная труба в дальнейшем будет на нее просто вот так вот сверху одеваться и будет монтироваться вся система вентиляции. А чтобы все это дело хорошо перелегало друг к другу, берем изоленту, делаем из нее 2 уплотнительных кольца и после сверху плотно-плотно одеваем нашу 110-ю вентиляционную трубу. И так абсолютно во всех выходах. Одели трубу, все это дело сидит очень плотно, благодаря нашим уплотнительным кольцам из изоленты. И в дальнейшем начинаем монтировать потихоньку всю систему, собирая колено за коленом. Внутри помещения мы берем наш диффузор, разбираем, крепим его непосредственно крепежное кольцо и в дальнейшем на это крепежное кольцо одеваем уже красивую крышечку с москитной сеткой. Вот так это будет выглядеть в помещении. В принципе, очень даже достойно. Если честно, они даже абсолютно не бросаются в глаза на белом потолке. Возвращаемся на чердак. Делаем второе отверстие в зале, точно так же ставим канализационную трубу и начинаем монтаж нашей системы. Колено за коленом, труба за трубой. Если вы смотрели наши предыдущие видео о том, как мы монтировали внутреннюю канализацию в нашей новой пристройке на даче, то напомню, мы сначала перекидываем трубы, вынимая из них уплотнительные резинки. После вставляем все резинки и уже делаем конечную сборку, смазывая края подсолнечным маслом. Тогда трубы одну в одну легко вдвигаются. А вентиляция у нас будет не простая, а с принудительным мотором. Для этого из 2 канализационных колен под 45 градусов мы сделаем вот такую вот интересную приблуду. Будет один вход и один выход, но он будет раздваиваться на 2 колена. В одном будет стоять мотор, через который при включении принудительно продувается воздух через всю систему, а второй просто свободный. В нем непосредственно свободный ход воздуха. Когда будет выключен мотор, чтобы вентиляция работала естественным образом и мотор не загромождал проход в трубе.
Два в одном. И естественное, и принудительное. Переходим на чердак нашей новой пристроечки и продолжаем монтаж здесь. По сути, все то же самое. Точно так же раскидываем сначала трубы без уплотнительных резинок, перекидываем что где станет, размещаемся, отрезаем под размер и в дальнейшем уже начинаем монтаж. Следующим этапом нам нужно выйти на улицу. Ставим уровень, отмеряем ровную полоску, как будет идти труба, и специально чуть в стороне от нее мы вырезаем отверстие в стене. Также вырезаем отверстие непосредственно в ванную и вырезаем отверстие на кухню. Вот наше отверстие. Выйдет оно как раз рядом с вентиляционной трубой нашей канализации. Будет рядом две аккуратненькие трубы. В принципе, все достаточно эстетично. А из вот таких вот специальных держателей колец мы соорудили вот такие вот подставочки, используя еще деревянные бруски. Тем самым наша вентиляция не будет болтаться по чердаку, а крепко-накрепко стоять в одном месте. И вот прошла сборка. Можем видеть результат. Все красиво в один уровень установлено. Уже выведена труба на улицу. Закреплен наш принудительный вентилятор. От него еще будет проводка идти непосредственно в кухню. И продолжаем монтаж сопел кухни и ванной. Опять же ставим вот такую вот пластиковую решеточку. Все это дело будет у нас стоять в ванной, в кухне и в двух комнатах. Также протягиваем провод, и он будет подключен у нас к умной розетке. Вентиляция вместе с умной розеткой будет дружить непосредственно с умным градусником и гидрометром. И по команде будет включаться или выключаться. Ну и вот как выглядит уже полностью смонтированная вентиляция на чердаке нашей кухни. Прямая труба с выходом и принудительным вентилятором непосредственно на улицу, и от нее отвод, который уходит в туалет с ванной и на кухню. Больше никаких колен не предвидится. Также у нас оставался утеплитель вата 5-сантиметровая. При помощи этой ваты я также утеплил всю вентиляционную систему. Это необходимо для того, чтобы во время холодного периода, холодного времени года внутри трубы не образовывался конденсат. И вот как выглядит вывод непосредственно на улицу. Все смонтировано, все готово. Теперь будем дышать свежим воздухом, не будет духоты и сильной влажности. Ну вот так получается, дорогие друзья. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. А мы продолжаем. Всем пока!